Совершенно неожиданно здесь, в Соединенных Штатах, я обнаружил, что еще жива существует вот эта идеологическая, в общем, установка о том, что Горбачев развалил СССР. А от нескольких профессоров, уважаемых, я услышал это. Там даже какие-то подтверждения этому факту, такие объяснялки, что, мол, советская система экономическая, политическая, граждане не выдержали вот таких изменений, резких, протестовали, экономическая система, так сказать, протестовала. Но это не так. Объяснение развала Советского Союза как раз состоит в том, что система, номенклатура не приняла этих изменений. Попытка ГКЧП, государственного переворота, возглавляемая на самом деле Крючковым, председателем КГБ, она была связана как раз с тем, что общество приняло эти изменения. Граждане начали адаптироваться достаточно быстро. Ну, вот как они адаптируются, когда попадают в эмиграцию. Экономическая система, вот эти директора, ну, им потребовалось не очень много времени для того, чтобы понять, где их место теперь в новой системе ценностей, в новой экономике. Сначала это были малые предприятия, а потом акционирование. Те, кто хотел продолжать экономическую деятельность, они становились владельцами, менеджерами. Те, кто не хотел, там, по разным соображениям, ну, продавали свои акции, уезжали за границу. А двери были открыты. СССР перестал существовать только по одной причине. Изменения, которые начались в стране, не устраивали, ну вот, верхушечную часть номенклатуры. Они воспринимали это как опасность. Вот такой очень хороший пример. На телевидении были выступления такие противоперестроечные, но очень искусственные, все-таки очень мало. В основном народ с нетерпением ожидал вот этих изменений, поддерживал их. Председателю КГБ Крючкову пришлось лично участвовать в пропагандистской кампании. Это довольно, так сказать, часто. Он, видимо, там раз в неделю выступал и рассказывал, как это ужасно, рыночная экономика, что всем рулят бандиты, криминал, кооператоры и евреи. Ну, вот так он говорил открыто на телевидении. Идея Горбачева, мы это очень много обсуждали с Михаилом Сергеевичем. В какой-то момент я предложил ему возглавить. Авторитет у него был большой, огромный в России. Я предложил ему возглавить либеральное движение. И он сказал довольно откровенно, что извини, Костя, но я остаюсь коммунистом. Я понимаю, что меня ненавидят эти новые коммунисты, вот, но я остаюсь коммунистом. Идея Горбачева была, с его точки зрения, правильной. Она повторяла некоторые установки китайских реформаций. Китай, в общем, произвел такой успешный прорыв где-то в 78-м, 80-м, 82-м, там проходили пленумы, разные съезды, на которых, ну, появились такие демагогические, в общем, установки о том, что экономическая структура – это всего лишь способ управления. Социалистическая, распределительная, плановая, как они говорили, или рыночная, товарная, как-то они еще так называли. Это лишь механизмы.
А придумали они также, китайцы, идею о том, что частная собственность не так опасна. На самом деле к этому пришел даже Иосиф Брос Тито в Югославии. Ну и такие эксперименты. Конечно, это путь к капитализму, в конце концов, путь к рыночной, полной рыночной экономике, потому что ясно, что различные иные формы собственности, они не выдерживают конкуренции с частной собственностью. То, что они называют, китайцы, коллективная собственность, у них там распределение сейчас 40% государственная собственность, 30% коллективная собственность и 30% частная собственность. Ну, вот так примерно. А эти изменения оказались очень успешными. И у меня такое впечатление, что Горбачев в условиях, когда в Советском Союзе была, в общем, катастрофическая ситуация, финансовая, экономическая, никто не хотел давать кредиты, и там страшный дефицит товаров в стране, просто отсутствие продуктов питания. Вот, и Горбачев решил попробовать вот этот эксперимент, китайский, на самом деле. Коммунистическая партия во главе, но не тупая там большевистская сила, которая любые формы не сопротивления, даже любые формы оппонирования подавляет, уничтожает. Вот. А попробовать сосуществовать. Там последствия очевидны, политические, и Китай уже с этим столкнулся, и Горбачев с этим сталкивался. И вот эти массовые протесты по поводу 6-й статьи Конституции о единственной политической партии привели к тому, что в 90-м году вот это массовое обсуждение, оно было просто позволено, разрешено. И начали появляться политические партии. Первыми партиями были, конечно, партии, созданные прямо КГБ, ЛДПР, Общество память, Русское национальное единство, просто фашисты. Но потом потихонечку там, Дем России возникает, партия экономической свободы в 92-м году. Примерно в это время начали регистрироваться уже в России политические партии. Идея Горбачева была правильной, но те, кто ему оппонировали, эти ребята, которые организовали ГКЧП, они волновались по поводу потери полного контроля над ситуацией в стране, и именно поэтому они выступили. Они выступили, борясь за сохранение собственной власти. А Горбачев мешал им в этом вопросе, и слом Советского Союза произошел не усилиями, не благодаря Горбачеву. Горбачев пытался его сохранить. Поверьте, он это много раз мне говорил и там в разных интервью. Его задача была сохранить Советский Союз. И вот эта вась-вась, дружба с Маргарет Тэтчер и обращение к Западу с призывом помогать в перестройке, в том числе и финансово. И довольно радикальные изменения внутри, не политические, экономические, в точном соответствии с тем, что рекомендовали китайские товарищи. Не менять политическую систему, а попробовать чуть-чуть скорректировать экономические инструменты. Вот. А после ГКЧП это, кстати, еще одно доказательство того, что система была сломлена не Горбачевым, Советский Союз уничтожен. Он был уничтожен обществом, народом. Вот эти последние годы существования Советского Союза
пропагандистская кампания, вот, которая уже раздражала общество, людей. Вот эти ежедневные сообщения о победах экономических, политических. Граждане с огромным удовольствием приняли участие в разрушении этого Советского Союза, и это было осознанное решение многих, кто а, поддерживал вот, ну, эти новые преобразования. Так что Михаил Сергеевич просто до последнего момента боролся. Коммунисты могли его использовать. Он мог возглавить тогда еще сильное коммунистическое движение. Но тоже конкуренция. Эти зюгановцы включили пропагандистскую кампанию антигорбачевскую. Тоже борьба за позиции, борьба за власть, борьба за влияние. Они оказались недостаточно умными, но и никогда умными и не были коммунисты.